Привет! Ты на канале Made by Широков, а сейчас ты увидишь восстановление складного метра. Как видно, ржавчины очень много, висит целыми хлопьями. Этот измерительный инструмент я нашел, когда разбирал старые вещи в сарае. Поэтому, чтобы сэкономить время и силы, я решил попробовать очистку ржавчины лимонной кислотой. Я, как и многие другие, не хочу лишний раз работать абразивом, если это можно удалить другим средством. Собственно, рецепт такой. На 100 мл 3% перекиси водорода нужно добавить 30 грамм лимонной кислоты и 10-15 грамм соли. А теперь кидаем туда наш ржавый складной метр. Стоит заметить, что от действия кислоты начал выделяться какой-то газ и емкость начала нагреваться, поэтому обязательно используй респиратор и проветривай помещение. Сейчас ты видишь, какая реакция проходит после 10 минут купания в составе. Вообще, я оставил нашего подопытного на час-полтора в кислоте. Самая бурная реакция происходила в первые минут 20. Под конец выделенного времени я немного почистил старой щеткой поверхность металла, чтобы самые большие участки ржавчины отвалились. Обязательно после кислоты промыть металл в растворе соды. Это нужно для того, чтобы погасить кислоту и она не разъедала металл. Как ты видишь, металл весь стал потемневшим, а в местах, где метр складывается, ржавчина все еще осталась. Вооружившись наждачной бумагой, зачистим поверхность. И вот тут меня ждал подарок. На первой секции была выбита надпись: «Метр, завод измерительных приборов, город Таганрог». Судя по надписи и найденной информации, этот складной метр был изготовлен в период с 1953 года по 1963. А так как я живу в Таганроге, то почему бы не посмотреть, где этот завод? Находится он на биржевом спуске 8. А так он выглядит сейчас.
Вот так небольшой измерительный инструмент, на котором я хотел испробовать кислоту, подтолкнул меня к изучению истории города. Сейчас на экране ты видишь список тех, кто поддержал канал с момента выхода последнего видео, за что я безумно благодарен. Спасибо за просмотр, увидимся.